Во время похорон собака не переставала лаять на гроб своего хозяина. После некоторых колебаний люди открыли его и закричали от ужаса. Наступил яркий и холодный день похорон офицера Итана Картера, шел моросящий дождь, когда группа скорбящих вошла на кладбищенские ворота. Семья мужчины, которую он не видел почти 5 лет, прилетела из Калифорнии в Нью-Йорк этим утром. Они заняли место рядом с гробом, когда на место прибыли коллеги Итана по службе. Все офицеры были одеты в форму, все кроме крупной собаки, которая шла рядом с ними. Пес по кличке Макс был напарником погибшего офицера в участке, и после потери своего товарища он, понятное дело, был опустошен. У пары с самого начала были натянутые отношения, но в течение нескольких месяцев они стали неразлучны, и сейчас кинолог скорбел о неожиданной кончине мужчины во время ограбления склада. Офицеры заняли место среди скорбящих и гроба, позволив преданной собаке лечь у их ног. Сначала царила тишина, нарушаемая лишь тихими рыданиями семьи Итана. Лишь когда Макс наконец встал и направился к гробу, атмосфера начала меняться. Собака-полицейский обнюхивала край гроба, из горла Макса доносилось тихое поскуливание. Когда животное громко залаяло, заставив большинство гостей подпрыгнуть, другие офицеры подбежали, пытаясь оттащить собаку. Однако кинолог продолжал лаять на могилу, дергая поводок, пока его уводили. Все подумали, что собака просто подавлена горем. Однако ничто не могло подготовить их к шокирующей правде, которую им вскоре предстояло раскрыть. Когда офицер Итан Картер поступил на службу в полицию в 2012 году, он сразу решил попытаться пройти отбор в кинологическое подразделение. В детстве Итан очень любил собак и никуда не ходил без своего верного пса. Любимец умер за 2 года до этого, но хотя мужчина все еще скорбел, он был готов принять в свою жизнь нового лучшего друга. Макс, 3-летний ветеран кинологического подразделения, недавно потерял напарника по непредвиденным обстоятельствам. Обычно собак в положении Макса отдавали на усыновление через программу сотрудничества с местными приютами для животных. Однако этот кинологический пес не всегда доверял новым людям, поэтому его было бы сложно усыновить. Лучший шанс собаке найти и сдружиться с новым напарником. За последний год Макса назначали множество офицеров, и хотя собака изо всех сил старалась защищать своего человеческого товарища, она, похоже, ни с кем из них не сдружилась. Из-за этого храбрый кинолог внезапно оказался в списке трудных для устройства собак. У тех псов, которые плохо сходились с напарниками, обычно отбирали служебные обязанности, и для Макса время подходило к концу. До тех пор, пока его напарником не назначили Итана. Мужчину предупредили заранее, что заслужить доверие собаки будет непросто, но он не терял надежды. В день знакомства с новым напарником Итан прихватил лакомство и мягкую собачью подстилку в багажник патрульной машины. Он с нетерпением ждал на парковке полицейского участка, когда привели Макса в сопровождении другого офицера. Как только кинолог появился, Итан не смог больше ждать. Он протянул руку собаке, как его инструктировали. Макс со своей стороны с любопытством обнюхал офицера, гавкнул раз и лег, когда ему передали поводок. Только что объединившиеся напарники внезапно остались одни на пустой парковке, и мужчина тихо свистнул, направляясь к машине. Его собачья напартняша последовала за ним, забравшись на сиденье напротив подстилки. Итан нахмурился, но все равно сел за руль. Он надеялся, что со временем собака начнет доверять ему так же, как она доверяла предыдущему хозяину. Первая неделя пролетела как в тумане. В небольшом городке, вроде этого, больших происшествий не случалось, так что большинство вызовов были легкими. Пара хорошо работала вместе, и хотя собака безупречно выполняла все команды и даже ела предложенную еду, Итан не мог не грустить из-за того, что Макс по-прежнему не привязался к нему. После смены кинолог возвращался в вольер на участке, а не ехал домой с напарником. Большинство полицейских собак жили со своими людьми после работы, однако Макса это совершенно не интересовало.
Итан очень старался сделать свой дом идеальным для собачьего напарника. После окончания колледжа он переехал в этот район и жил один, так как его семья осталась в родном штате. Поэтому он решил превратить свою холостяцкую квартиру в безопасное и гостеприимное место для нового спутника. Уютное одеяло и теплая подстилка заполнили угол его комнаты, а несколько игрушек и лакомств остались запечатанными в упаковках, ожидая приезда Макса. Все было готово к приезду собаки, однако по мере того, как недели продолжали идти, и ничего не менялось, казалось, что кинологический пес никогда не будет готов поехать к напарнику домой. Все это изменилось примерно через 2 месяца после того, как пара объединилась. На участок поступил звонок о том, что пропала молодая девушка Кэти, которая отправилась в поход и не вернулась. Спасательные команды не смогли ее найти, и никто не смог дозвониться до нее по мобильному телефону. Итан и Макс были быстро отправлены на поиски. Собака была лучшей в поисково-спасательном подразделении, и все надеялись, что она сможет найти пропавшую девушку. Как только они прибыли, спасатели предъявили кинологу кусок одежды Кэти, предоставленный ее родителями. Пес нюхал его несколько раз, обнюхивая огороженную территорию, прежде чем гавкнуть и побежать в противоположном направлении. Неизвестно офицерам и спасателям, Кэти изменила свой маршрут, выбрав тропу на противоположной стороне леса. Итан поспешил за напарником, выронив поводок из руки. Макс бежал быстро, и вскоре мужчина потерял его из виду, когда тот устремился вверх по тропе. Через несколько минут вдоль тропы прозвучала серия громких лаев, похоже, собака нашла Кэти. Итан и спасатели поспешили нагнать их. Им потребовалось несколько минут, чтобы добраться туда, и как только они это сделали, все ахнули от удивления. В последнее время в этом районе было много штормов, похоже, часть тропы обрушилась с обрыва в ущелье. Кэти удалось частично взобраться вверх по груди мусора, прежде чем она потеряла сознание. Макс продолжал лаять, пока его напарник не подошел и не отдал команду замолчать. Собака легла на землю, когда мужчина приблизился. К несчастью, грунт после недавнего оползня был все еще мягким и начал осыпаться под весом метана. Все охнули, когда собака встала, издав скулеж, поскольку ей трудно было удержаться на внезапно сдвинувшейся земле. Офицер быстро среагировал, схватив Макса за ошейник и вытянув кинолога в безопасное место. Спасательные бригады аккуратно извлекли Кэти, а пару офицеров осмотрели медики. С обоими все было в порядке, а девушка, хоть и обезвоженная и с некоторыми травмами, как ожидалось, полностью поправится благодаря вмешательству преданного кинологического пса и его напарника. Все вернутся домой целыми и невредимыми в ту ночь. Смена пары подошла к концу. Открыв дверь крузера, Итан не смог сдержать слезы. Впервые за 2 месяца собака забралась на подстилку в машине, виляя хвостом, когда мужчина погладил ее по голове. Похоже, ему наконец удалось завоевать доверие нового напарника. В ту ночь впервые после потери предыдущего хозяина Макс поехал домой с Итаном, а не ночевал в вольере на участке. На протяжении следующего года Макс и Итан продолжали сближаться, и через 15 месяцев совместной работы казалось, что пара неразлучна. Все другие офицеры, которым не удалось стать напарником собаки, были счастливы за них и их необычную дружбу. У дуэта все шло хорошо до позднего июльского вечера 2013 года. За последние несколько месяцев в городе была серия ограблений, и воры нацеливались на склады в этом районе с минимальной или вообще без охраны. Сначала группа просто воровала товары с территории склада, пока однажды ночью не нашли застреленного охранника прямо за пределами склада. После этого полиция повысила статус грабителей до опасных преступников, и их задержание стало главным приоритетом для участка. Из-за этого Макс и Итан объединились с другим офицером по имени Майкл. Он был новичком, поступившим в участок несколько месяцев назад. Из-за нехватки личного состава и опасной банды грабителей, на свободе руководство разрешило мужчине помогать с ограблениями складов,
если он будет сопровождаться более опытным офицером. В ту конкретную ночь троица патрулировала новый склад, который недавно открылся за городом. Последние недели грабители становились все смелее, а из-за нехватки средств владельцы склада не наняли охрану и не установили камеры. Однако компания использовала это помещение для хранения дорогостоящих товаров, что делало его лакомой целью для банды. Поэтому участок решил, что троица будет ждать снаружи в неприметной машине, наблюдая за любыми признаками активности. Прошли часы, и пара уже собралась сдаться, как вдруг Макс тихо зарычал, а его напарник посмотрел вверх как раз вовремя, чтобы увидеть темную фигуру, крадущуюся вдоль стены здания. Итан быстро подал сигнал Майклу выходить, и троица осторожно направилась к зданию с оружием наготове. Подкравшись поближе, Майкл решил пойти слева от помещения, а Макс с Итаном справа. Спустя немного времени после того, как группа разделилась, кинолог опять тихо зарычал, и офицер Картер посмотрел вверх, увидев троих человек в черных капюшонах, пытающихся открыть заднюю дверь склада. Он осторожно достал табельное оружие, приказав группе замереть и поднять руки вверх. Фигуры у двери замерли, и на мгновение все шло по плану, пока Макс вдруг не вскрикнул, а звуки выстрелов не разорвали воздух. Один из других грабителей подкрался сзади к Майклу, когда тот приближался в одиночку, и как только новичок повернул за угол, чтобы присоединиться к коллегам, подозреваемый открыл огонь. Сцена быстро вышла из-под контроля. У Итана было всего мгновение, чтобы передать сигнал бедствия по рации, прежде чем он увидел, что на него бежит мужчина. К тому времени, как прибыли другие офицеры, банда давно сбежала, забрав с собой и Макса, а оба полицейских были ранены. Группу быстро отправили на медицинское обследование, и хотя раны кинолога были не так серьезны, из больницы сообщили, что офицер Картер скончался от полученных травм той ночью. Еще раз собака потеряла напарника, и похороны павшего человека организовал и оплатил участок, поскольку его семья жила так далеко. Майкл, другой офицер, присутствовавший на месте происшествия, находился в коме, чтобы поправиться от ран. Семья прилетела в день похорон, а Макса, который находился на попечении другого офицера из участка, привели, чтобы он смог проститься с напарником. Казалось, все идет по плану, пока Макс не начал лаять на гроб. Другие офицеры, включая нового напарника собаки, изо всех сил старались его успокоить, однако ничто, похоже, не могло заставить пса замолчать. Семью это только больше расстраивало, откровенное проявление преданности собаки разбивало им сердце. Несмотря на все усилия, напарник павшего офицера отказывался успокоиться, и новый напарник Макса повалился на землю, когда собака вырвалась и снова побежала к гробу. Как только кинолог добрался до цели, его лай становился все более истеричным, и ничто, казалось, не могло утихомирить Макса. Никто не знал, что делать, пока старший офицер не встал и не обратился к группе сквозь лай собаки. Он сообщил всем, что видел такое поведение кинологических псов раньше, и обычно, как только гроб открывали и собака видела лицо хозяина, она успокаивалась. Семья была против, никто не видел тело мужчины, а из-за дальности, расстояния и позднего времени прибытия они выбрали закрытую церемонию. Звуки, исходящие от Макса, были совершенно сердцераздирающими, и не желая видеть дальнейшие страдания преданной собаки, мать павшего офицера согласилась открыть гроб. Представитель похоронного бюро выступил вперед, и когда крышка была приподнята, мать офицера закричала от ужаса. Тело внутри гроба не принадлежало Этану Картеру, и все стояли в шоке, когда женщина встала и потребовала узнать, кто этот человек и куда делся ее сын. Макс же, наконец, успокоился, легший рядом с могилой. Похоже, собака знала все это время, что гроб не принадлежит ее напарнику, и теперь, когда она привлекла к этому внимание, была довольна лечь там, где находилась. Мать Титана была в ярости, и похороны были остановлены, когда вызвали главу полицейского участка и больницу. Все хотели знать,
как могло произойти такое недоразумение. Как офицера Картера могли объявить мертвым, но в его гроб положили совершенно другого молодого человека. Семья и скорбящие быстро разошлись, направившись в полицейский участок в сопровождении Макса и других офицеров. Было быстро начато расследование, чтобы выяснить, что произошло. Больница опознала покойного как офицера Эйтана Картера, и хотя там допустили ошибку, было непонятно, как именно это могло случиться. Глава полицейского участка, а также семья, включая Макса и его нового напарника, отправились в больницу в надежде получить ответы. Пока группа ожидала прибытия, доктор, занимавшийся делом офицера, спустился вниз, в зону хранения личных вещей умерших пациентов, пока их родственники не заберут их. Удостоверение личности и принадлежности обоих офицеров, включая мужчину, который оставался в коме, были запечатаны в мешках, аккуратно подписанных их именами. Вещи были изъяты у мужчин, когда их привезли. Учитывая, что той ночью было много суеты, возможно, удостоверения личности в бумажниках не были должным образом проверены. Доктор хотел проверить все возможности и, достав мешки, выложил содержимое на стол. Он понял, что больница допустила ужасную ошибку. Похоже, в неразберихе той ночи никто не потрудился как следует проверить удостоверение личности в кошельках мужчин. Один из пакетов, помеченный как принадлежащий мужчине в коме, содержал удостоверение офицера Майкла Коллинза, фотография в котором явно не совпадала с мужчиной в больничной палате наверху. Дрожащей рукой доктор поспешил открыть мешок, помеченный как вещи умершего. Он вытащил оттуда бумажник и, увидев удостоверение личности внутри, поспешил позвонить директору больницы. Бумажник в пакете умершего принадлежал офицеру Итану Картеру. Теперь стало ясно, что каким-то образом была допущена очень серьезная ошибка в опознании тел. Как только группа прибыла, их проводили в кабинет директора больницы, и после длительного обсуждения и многочисленных извинений выяснилась история этого несчастного недоразумения. В ту ночь инцидента на складе в больницу из места происшествия доставили двух мужчин. Одного из них подстрелили, и он скончался во время операции. Второй офицер, видимо, оказал сопротивление грабителям, однако, к сожалению, из-за полученных травм его ввели в медикаментозную кому для исцеления, а лицо забинтовали, закрыв глубокие раны. Предполагалось, что подозреваемый использовал не только руки, нанеся серьезные повреждения лицу. Во всей суматохе той ночи в больнице и на месте происшествия никто не подумал проверить удостоверение личности в найденных у мужчин кошельках. Поскольку семья Итана в то время находилась на другом конце страны, некому было опознать тело умершего, и поэтому больница исходила из того, что первоначальная идентификация была верной. Кроме того, из-за нехватки кадров в полицейском участке, они также приняли информацию от больницы на веру и организовали похороны на основании полученных документов. Обе семьи офицеров были извещены, семья Майкла собиралась прибыть на следующий день после похорон Итана. Единственным, кто понял страшную ошибку, был кинологический напарник Итана, и если бы не настойчивость Макса в желании открыть гроб, недоразумение так и осталось бы нераскрытым вплоть до момента, когда неправильного человека похоронили бы в могиле Итана. Обе семьи были в ярости, однако после многочисленных извинений со стороны полицейского участка и больницы было достигнуто соглашение. Похороны были проведены еще раз, на этот раз офицера Майкла Коллинза. На этот раз все прошло по плану, и спустя месяц после инцидента на складе Итон, который находился в коме под именем Майкла, очнулся. Мужчина был опустошен, узнав, через что пришлось пройти семье Майкла, и выразил свои соболезнования родственникам павшего коллеги. Итану потребовался еще месяц, чтобы полностью оправиться от травм. Его жестоко избили члены банды грабителей. Макс все это время был рядом с напарником. Через год, несмотря на плохой опыт с грабителями склада, Итан сдал экзамен на переквалификацию, чтобы вернуться на службу вместе с другими офицерами.
Мужчина блестяще сдал и воссоединился со своим верным напарником Максом. Дуэт остается напарниками по сей день. Благодаря преданности Макса своему напарнику, разбивающие сердце правда и недоразумения были раскрыты, позволив семьям Витана и Майкла обрести успокоение, которого они заслуживали. Что вы думаете об этой истории? Напишите свое мнение в комментариях ниже.